Привет, друзья! Меня зовут Верисали, и со мной рейдит легко. В этом видео вы узнаете, как убить Элегона в подземелье Магушан в обычном режиме сложности. Приятного просмотра! Для убийства босса вам понадобится в десятке 2 танка и 2-3 хила, в 25-ке 2 танка и 5-6 хилов. Первая фаза идет до тех пор, пока у босса не будет 85% хп и 50% хп. При пуле босса он остается на месте, танк поворачивает босса в бок, так как он дышит небесным дыханием. Когда вы зайдете в круг, на вас будет висеть 2 дебафа – прикосновение титанов и перегрузка. Прикосновение титанов увеличит ваш наносимый урон и эффективность получаемого исцеления на 50%, а перегрузка будет периодически стакать на вас стаки, которые увеличивают получаемый вами урон на 5% за стак. Эти стаки нужно скидывать. Выходите из круга и возвращаетесь обратно. РДД и хилы стоят прямо на краю круга, чтобы быстро скинуть себе стаки и начать копить их заново. Танки меняются, чтобы скинуть себе перегрузку, то есть стаки бонусного урона по вам. Первый танк держит босса, второй забирает появившегося небесного защитника. Он использует энергетическую дугу. В разных уровнях сложности она бьет все больше игроков. Эта дуга вешает дебаф «Замкнутая цепь», который снижает хил по целям на 50%. Этот дебаф можно диспелить. Небесного защитника до 25% хп нужно танчить в круге, иначе он получит баф на минус 90% урона по нему. Как только у него 25% и ниже, танк выводит моба за пределы круга и РДД его добивают. На 25% хп он начинает ауешить потоком стабилизации. Как только у него не останется хп, он использует тотальное уничтожение и взрывается, ауеша весь рейд. Под убийством моба желательно скинуть всем рейдерам себе стаки, чтобы не умереть. Напомню, что касание титанов также работает и на защитника, поэтому обязательно выводите моба из круга на 25% хп и ниже. После смерти моба танкам нужно поменяться, чтобы МТ скинул себе стаки перегрузки. На 85 и 50% начинается фаза 2. Элегон пытается возобновить работу двигателя на Лакша, используя энергетические заряды, чтобы активировать наземные средоточия. Во время второй фазы Элегон кастит похищение энергии, после которого создает сферы, энергетический заряд. Их нужно убить до того момента, как они дойдут до пилонов. После каждого успешного применения заклинания похищения энергии, сферы увеличивают скорость передвижения на 20%. За каждый каст сфер босс будет вешать на себя дебаф похищения энергии, в результате чего получаемый им урон увеличивается на 10%. Поэтому старайтесь убить как можно больше паков сфер, чтобы настакать на боссе увеличенный получаемый им урон. И не забудьте, что когда сфера умирает, она взрывается, поэтому не забываем весь бой скидывать с себя стаки. Вторая фаза заканчивается, когда в энергетическом вихре больше не остается зарядов. Когда любая из сфер дойдет до пилона, все пилоны поднимутся, а пол под боссом пропадет. Выходим из круга и бьем пилоны. Во время этой фазы на полу будут появляться лужи, из которых обязательно нужно выходить. Из этих луж будут появляться мобы, небесные вспышки, которых держат танки. Сначала убиваем пилоны, сводим мобов и заливаем их. На эту фазу нужно рейду поделиться, чтобы танки всегда могли забрать мобов на себя. Из пилонов появляются линии проводника энергии, стараемся их не касаться. Как только вы убили все пилоны, танк должен сразу подойти к боссу, иначе он использует энергетические щупальца, которыми он притянет всех к себе и сильно продамажит. МТ бежит к боссу и танчит его, а оффтанк готовится снова к появлению моба. Все снова повторяется, как на первой фазе. Бьем моба до 25% хп, танк на 25% хп моба выводит его за пределы круга, скидываем стаки перед смертью моба. Новая фаза начнется на 50% босса. Босс больше не будет призывать трэш, за кругом начинается крутиться улучшающаяся энергия.
Все, кто будет за пределами круга, получают урона больше, чем в нем. Поэтому на этой фазе сдаем БЛ, скидываем стаки себя, выходя из круга на секунду и заходим обратно. Также сдаем по очереди рейд-сейвы и добиваем босса. Делитесь своим мнением в комментариях по поводу сложности этого босса. И не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.